Привет! Мы приехали на озеро Липна, или Юго-Чешское море, как его называют чехи. Еще называют Шумавское море, потому что здесь заповедник Шумава. Его протяженность 42 километра, а расстояние между берегами самое большое 10 километров, а площадь 4650 гектар. Озеро не очень глубокое, 6,5 в среднем метров, доходит до 21. Плотина была построена в конце 60-х годов, и теперь мы можем с вами наблюдать вот эту вот красоту. А сейчас мы с вами находимся в городе Либна над Волтава. И про него у меня есть отдельные, очень интересные наблюдения. Дело в том, что буквально еще чуть больше 10 лет здесь ничего не было. Здесь были какие-то дачи, безусловно, но они были очень простенькие. И ничто не предвещало никакого развития бизнеса в этом регионе. Вдруг появляются голландцы и строят здесь проект для своих же голландцев, которым они удачно продают квартиры, в которых, безусловно, они не живут круглый сезон, а живут только месяц, остальное время они сдают. Для этого есть управляющие компании. Вот именно в этом проекте мы сейчас находимся. И ребята, буквально как грибы, вокруг стали обрастать рестораны, другие дачи, другие проекты всевозможные отелевые. Это просто супер. Это прямое доказательство, что на пустом месте может возникнуть что угодно, где угодно и когда угодно. А ведь не предвещало ничего. Смотрите, какие дачи здесь сейчас строят, мимо которых мы проезжаем. В одной из таких дач мы жили в прошлом году с друзьями. Мы заплатили, по-моему, порядка $40 с человека за уикенд. Вот мимо нее мы сейчас проезжаем. 3 спальни, 3 санузла, гостиная, шашлык вот с таким видом. Это потрясающе просто. Просто супер, ребят. Но уж о бизнесе, если говорить, то... Сколько слышал я голосов: да не может здесь ничего быть, да кто сюда поедет, да кто будет покупать? Покупают, ребята, и еще как. Привет. Я знаю это место, потому что останавливался как-то здесь, в отеле, на пару ночей на уикенд. Здесь очень тихий пляж такой, травяной. Надеюсь, что он сегодня, в этом году, не зарос травкой. Совсем? В общем, ребята, я расстроен. Мало того, что у меня не получалось 4 дня вылезти из-за того, что меня просто поразила страшная аллергия, какая-то аллергический насморк, и я не мог дышать вообще, и говорил, как это, как сова в Винни-Пухе: «Бед, бад, мед, дно». Вот, поэтому у меня с трудом бы получилось что-нибудь снять. Так и приехав на Липно, я понял, что я реально просто не успеваю вам все показать, потому что ехать туда 2,5 часа, 2,5 часа обратно, и, в общем, начинает уже темнеть. И придется разбить нам с вами эту чудесную экскурсию на пару раз. А посмотреть там есть что, потому что есть уникальная совершенно такая просмотровая площадка, которая называется в переводе на русский «Тропинка кронами деревьев», когда по деревянной тропе вы идете на уровне вершин деревьев и приходите к такой башне винтообразной, да, по которой можно забраться наверх и посмотреть на окружающие. Но я понял, что просто это нереально. Мне по времени никак, придется разложиться по времени.
все было бы очень грустно, если бы мы на обратном пути не решили с Ленькой заехать глубоко над Волтавой. Замок был основан в середине 13 века. Тот вид, в котором мы его видим, это больше, скорее всего, заслуга семьи Шварценбергов, которые стали им обладать после 1660 года. Клевый, да? Похоже на какой-то диснеевский замок там или еще что-то. На самом деле в нем очень много снимается фильмов. То есть я регулярно натыкаюсь на какие-нибудь фильмы, которые рассказывают про например, вот последний, то, что я наткнулся. Я видел, что какая-то там семейная пара, они ругались, они были очень богаты и жили в Швейцарии. И это типа замок в Швейцарии был. Да. А вы знаете, зачем вот такие штучки? На углах обычно, всегда в арках или в воротах в старых замках. Для того, чтобы колесами колесниц не сбивали углы стен. Кажется, что сейчас вот на том балкончике выйдет принцесса, кинет свои белые косы, Рапунцель такая, и крикнет: «Ленька!» Аленька покемонов играет. Вот это я хотел показать. Потрясающие совершенно кованые такие какие-то террасы с винтовыми лестницами. Классно здесь на закате солнца побывать. Офигительно. День подходит к концу. Мы почти подъезжаем к дому. Пока-пока. До новых встреч.